На дворе 50-й год до нашей эры. Гальская деревня, та самая, которую мы все знаем, в очередной раз дает отпор римлянам. На этот раз не повезло центуриону Потусу и его бедолагам. Их вышвыривают без особых проблем. Но давайте отмотаем пленку назад. Флэшбэк в 78 год до нашей эры. Мы видим Астерикса и Обеликса совсем детьми, но они уже не разлей вода. В школе творится классика. Обеликса вызывают к доске делать презентацию, а у парня дикая боязнь сцены. Он впадает в ступор и не может вымолвить ни слова. Астерикс, как настоящий друг, начинает говорить за него, но нервы Обеликса не выдерживают, и он просто хлопается в обморок. В деревню приезжают гости. Знакомьтесь, Кассиус Керамикс, сынок вождя из соседнего племени. Парень оказывается редкостным мажором и задирой. Он начинает прессовать Астерикса и Обеликса и берет их на слабо. Заставляет украсть золотой серп друида Панорамикса. Ребята пробираются в хижину друида. И тут происходит то самое историческое событие. В суматохе Обеликс падает прямо в котел с зельем. Результат нам известен. Теперь он обладает вечной суперсилой. Самое смешное, что именно этот косяк Обеликса помог друиду довести рецепт до идеала. Оказывается, Панорамикс долго бился над формулой, а недостающим ингредиентом стал четырехлистный клевер, который случайно оказался в кармане у падающего Обеликса. Вот так удача. Возвращаемся в 51 год до нашей эры. Юлий Цезарь в ярости. Деревня не сдается. Тут на сцену выходит Метадата, молодая и амбициозная архивариус. Она предлагает Цезарю хитрый юридический ход – битву вождей. По старым гальским законам один вождь может вызвать другого на дуэль, и победитель забирает все племя проигравшего. Никакой войны, все цивилизовано. Цезарь в восторге. Он отправляет Метадату и ее дядю, туповатого генерала Фастанфуриуса, организовать этот бой. План у римлян простой, но надежный. Чтобы наш вождь Абраракурсикс проиграл, нужно лишить его допинга, то есть убрать друида Панорамикса. Римляне устраивают засаду и хватают друида. Астерикс и Обеликс бросаются на помощь. Обеликс, не рассчитав силы и энтузиазма, кидает во врагов огромный мингир, каменную глыбу. Но меткость его подводит. Пам! Камень прилетает прямо в голову бедному Панорамиксу. Результат катастрофический. Друид жив, но у него полная амнезия, и он сошел с ума. Он не помнит ни рецепта зелья, ни своего имени. Деревня осталась без магии. Римляне выбирают своего чемпиона для дуэли. Им оказывается тот самый Кассиус Керамикс из флэшбэка. Теперь он вырос, стал жестоким вождем-коллаборационистом, который обожает римскую культуру и ненавидит своих бывших друзей. Сначала Кассиус паникует. Но когда ему докладывают, что друид вышел из чата, спасибо меткому броску Обеликса, Кассиус расплывается в улыбке и принимает вызов. Кассиус Керамикс прибывает в деревню, чтобы официально бросить вызов. И тут у него сердце уходит в пятки. Он видит, что друид Панорамикс жив и стоит у котла. Кассиус в ужасе, думая, что зелье готово, но на самом деле в деревне паника. Астерикс, Обеликс и вождь пытаются заставить свихнувшегося друида сварить хоть что-то полезное. Но вместо волшебного напитка Панорамикс варит какую-то химическую дрянь, которая постоянно взрывается. Римский генерал Фастанфуриус хочет знать наверняка, что там происходит, и отправляет бедолагу Потуса на разведку. Астерикс и Обеликс быстро ловят шпиона, но вместо того, чтобы побить, решают использовать его в научных целях. Потус становится подопытным кроликом. На нем тестируют все безумные варево друида. Беднягу плющит, раздувает, меняет цвет, пока одно из зелий не превращает его в живой воздушный шарик. Потус улетает в небо и, пролетая над римским лагерем, успевает крикнуть своим: «Расслабьтесь,
Друид спятил, зелья не будет. Теперь враги знают правду. Поняв, что сами не справятся, герои решают обратиться к специалисту. Они идут к готскому психотерапевту по имени Апотика. Надежда только на то, что она вправит мозги друиду. Но Обеликс снова берется за старое. Он случайно роняет Мингир прямо на Апотику. Результат предсказуем. Теперь у них не один сумасшедший волшебник, а два. Терапевт тоже сходит с ума. Арена для битвы вождей готова. В первом ряду сидит сам Юлий Цезарь с Клеопатрой, а также его властная мамочка. Наш вождь Абраракурсикс понимает, что без зелья ему ловить нечего. Поэтому он придумывает гениальный юридический ход. Он назначает Обеликса временным вождем. Логика железная. Обеликс упал в котел в детстве, сила при нем всегда, значит, он легко размажет соперника. Астерикс, как голос разума, пытается отговорить Абраракурсикса. Какой из Обеликса вождь? Он же просто большой ребенок. Обеликс случайно слышит этот разговор. Он смертельно обижается на лучшего друга. Слово за слово, спор перерастает в скандал, и Обеликс, пользуясь своей новой властью, делает немыслимое – изгоняет Астерикса из деревни. Команда распалась в самый ответственный момент. Начинается бой. Кассиус Керамикс выходит на арену и видит, что драться ему придется не с толстым старичком, а с Обеликсом. Кассиус в ужасе, он уже мысленно прощается с жизнью. Но тут вступает в силу регламент. Перед боем вождь должен толкнуть приветственную речь. Обеликс выходит к трибуне. И его накрывает тот самый детский страх сцены. Астерикса рядом нет, подсказать некому. Обеликс бледнеет, краснеет и с грохотом падает в обморок прямо на ринге. Судья объявляет результат. Победа техническим нокаутом. Кассиус Керамикс победил. Деревня теперь принадлежит Риму. Астерикс – единственный, кого не сломала ситуация. Он, как истинный неукротимый гал, бросает вызов самому Цезарю. Император командует «В атаку!» И начинается грандиозная потасовка. В суматохе Кассиус Керамикс, наш злодей-коллаборационист, размахивает щитом и случайно – бам! Бьет друида Панорамикса по голове. Ирония судьбы. Если камень Обеликса лишил друида рассудка, то удар щитом Кассиуса вернул все на место. Панорамикс снова в своем уме. Метадата, глядя на жестокость римлян, понимает, что выбрала не ту сторону. Она переходит к галлам и помогает очнувшемуся друиду быстренько сварганить котел волшебного зелья. Генерал Фастанфуриус и Потус, потирая руки, крадут готовое зелье. Они думают: «Все, теперь мы непобедимы», и поят им свои войска. Но они не знали, что Панорамикс специально саботировал рецепт. Вместо суперсилы римские солдаты получают суперлегкость и подсветку. Они начинают взлетать в воздух и светиться, как новогодние гирлянды. Мама Цезаря смотрит на это световое шоу и хлопает в ладоши. «О, сынок, это все в честь моего дня рождения? Какая прелесть!» Она впервые довольна. Цезарь, счастливый, что угодил капризный маман, решает не портить праздник резнёй и объявляет помилование деревне. Римляне отступают. Заканчивается все, как всегда, грандиозным банкетом под звездами. Метадата теперь свой человек в тусовке. А Обеликс наконец-то побеждает свой страх сцены. Он встает и толкает трогательную речь о том, как важна дружба и солидарность.